Наушники, которые уже точно не останутся без внимания. Их дизайн действительно запоминающийся и вдобавок не такой, как у всех. То же самое можно сказать и про бокс. Помимо этого, они хороши не только внешне, так как на борту имеется активное шумоподавление, режим прозрачности, отличная автономность, которой, по моему мнению, хватит каждому. Беспроводная зарядка бокса, анимация при подключении, удобное приложение, в котором имеется встроенный эквалайзер, сенсорная панель с возможностью регулировки громкости прямо с наушников, защита от брызг и пота IPX4 и режим низкой задержки, разумеется. Топовая сборка, как и материалы. Все это нас ожидает в наушниках под названием Nothing Ear 1 от сооснователя OnePlus Карла Пэя. Сейчас все расскажу. Распаковка. Коробка пришла целая, что не может не радовать. Выполнена она из плотного картона в черном цвете, а основная коробка в серебристом цвете. Также на ней есть рисунок наушников и краткая информация на тыльной части. Вскрывается упаковка удобно, за что плюс. Внутри все довольно компактно, скомпоновано. Комплект состоит из наушников, зарядного бокса, кабеля USB Type-C, 3 пар амбушюр, которые по качеству напоминают амбушюры у AirPods Pro. И последнее — это краткое руководство пользователя. Запах клея не обнаружил, на подарок однозначно зайдет, так как подача очень интересная и своеобразная. 7 обзоров в неделю выгружаю вопреки всему и несмотря ни на что. Наверное, смотрите вы этот обзор уже с VPN, но это не критично. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Али. Плюс есть телеграм-канал взаимопомощи. Обязательно подписываемся. Буду выгружать ролики туда. Если лень использовать VPN, будете смотреть там. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Полетели. В продаже 2 варианта расцветки. Это черный и белый. Дизайн, я думаю, многим понравился. Как по мне, хоть это и не практично, но смотрится крайне эпично. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого прозрачного пластика. Лишь некоторая часть внутри выполнена из белого пластика с интересной текстурой. Форма квадратная. Габариты составляют 58 на 58 на 23 мм. Вес 57 граммов. В кармане не мешается, что очень хорошо. Тактильно приятный, бокс не из скользких, и для того, чтобы вам было удобнее его держать, есть выемка, которая еще прижимает ножки наушников и обеспечивает их контакт с зарядными пинами в боксе. Все это видно. За время использования грязи и отпечатков пальцев практически я не наблюдал. К слову, наушники у меня уже месяца 3. Сборка, как и материалы, меня очень порадовали. Производитель явно постарался. Но вот царапины и потертости он собирает прямо хорошо, так что я присмотрел бы кейс для хранения. На корпусе расположили разъем USB Type-C, кнопку сопряжения, которая приятно нажимается и издает глуховатый щелчок. Крепление крышки металлическое, за это плюс в карму. У крышки появился незначительный люфт за время эксплуатации, что отнесу к минусам. Открыть одной рукой можно, главное приноровиться. Крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень даже хорошо. Хлопок при закрытии бокса приятный. Внутри на глянцевой поверхности расположили 2 горизонтальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Помимо этого есть еще LED-индикатор и надпись Ear Case. Наушники в боксе не гуляют. Чтобы вытряхнуть, нужно постараться. Магниты очень хорошие. Если кейс просто перевернуть, то наушники, естественно, останутся на своих местах. Емкость аккумулятора бокса 570 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 46 минут. У беспроводной зарядки есть стандарт QI. Наушники можно перезарядить от бокса 3 полных раза. Саморазряд лично я не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены в таком же стиле, как и бокс, глянцево-прозрачная ножка, в которой виднеются внутренние части наушников. Основная часть выполнена из глянцевого белого пластика с черной окантовкой вместе стыка. Габариты 29 на 14 на 19 мм по самым объемным частям. Вес одного наушника с амбушюрой 4,6 грамма. Посадка в ухе очень комфортная. Уши не устают даже после 2 часов непрерывного прослушивания музыки. Если потрясти головой, то они не вылетят. Во всяком случае, мне они очень подходят по форме. Но вот из рук убегают на ура. Звуковод овальной формы, в размерах он 6,3 на 5,2 мм. Сеточка на звуководе металлическая. Далее на корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с шумоподавлением окружающей среды. Сенсоры приближения, контакты для зарядки и сенсорную панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, сброс и ответ вызова, вызов голосового помощника, переключение между режимом активного шумоподавления и режимом прозрачности. Последнее — это регулировка громкости с вайпами вверх или вниз. На тапы откликаются отлично. Регулировать громкость удобно, одиночного тапа нет, что способствует устранению ложных нажатий. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 11,6 мм. Диафрагма из графена. Активное шумоподавление с 2 режимами работы. Наша любимая ANC отрабатывает неплохо. Метро, конечно, не глушит. И сказать, что оно прям вау, я не могу. Так как обычные звуки, которые нас окружают, к примеру, голос людей на улице, шум от машин и так далее, они заглушить полностью не в
состоянии. Я не сторонник слушать музыку с включенным активным шумоподавлением, но, к слову, пассивное шумоподавление здесь прям отличное. Режим прозрачности в наличии, и он не раздражительный. Заряд наушников в шторке отображаются, по одному наушники работают, но переподключаются левый между правым с заметной задержкой. Это эпичный фейл. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса быстро. Мультипоинт не завезли, вряд ли завезут. Сенсоры приближения срабатывают очень хорошо. Анимация при подключении есть и очень удобная. Емкость аккумулятора одного наушника не указана, к сожалению. Полный цикл зарядки занял у меня 1 час 7 минут. Отыграли они на 60% громкости по кодеку AAC. Без активного шумоподавления 5 часов 15 минут, что, как по мне, более чем достаточно. 10 минут в боксе дают 1 час 35 минут прослушивания музыки в таких же условиях. Защита от пота и брызг IPX4. Я искупал их, хотя не особо хотел это делать, но не мог же их не протестировать. По итогу с ними все в порядке, проточная вода на них не повлияла, но я не советую вам с таким классом защиты без необходимости окунать их или другое подобное устройство, они максимум дождика не боятся. Топить их нельзя, плавать в них нельзя, мыться тоже. Для удобного использования нужно установить приложение E1, которое доступно на андроидах и на iOS-системах. Дизайн приложения соответствует дизайну наушников, как по мне, выглядит круто. Кому-то может показаться интерфейс неудобным, лично меня все устраивает. На главном экране можно увидеть заряд наушников и бокса в процентах по отдельности, что хорошо, но заряд бокса отображается только когда он открыт. Далее вкладка в настройках ANC и режим прозрачности. Вдобавок есть эквалайзер с 4 пресетами, но кастомного нет, к сожалению. В приложении можно настроить тапы, включить-выключить обнаружение в ухе, переключаться между режимами задержки, по сути это игровой режим. Далее поиск наушников и обновление прошивки. К слову, мне прилетало уже 2 обновления, но сказать, что я заметил какие-то большие изменения в работе, я не скажу. Bluetooth версии 5.2, подключить их к смартфону труда не составляет, из кодеков на борту стандартные AAC и SBC, с обновами я не думаю, что придет сюда LDAC, как, допустим, было с одними из анкеров R2 Pro, как вы помните. Через 2 стены они не отваливались, фризов я не наблюдал, задержки при просмотре на YouTube незаметны. В играх задержки с включенным игровым режимом не совсем радуют, но играть можно, если вы не заядлый игрок, то вам будет не столь это и важно. Про YouTube, конечно, забавно. Мне кажется, что сейчас с VPN будут задержки у всех и у всего. Примеры вы сейчас задержки увидите на экране. Микрофоны. Окружающие шумы глушат, но не идеально. Проскакивают перегрузы. Примеры вы сейчас услышите. И вот он, тест беспроводных наушников Nothing. Стоят они просто нереальный космос, но, к слову, очень многим, в том числе и мне, и моему оператору Игорю, дизайн больше заходит, чем у AirPods. Насколько они хороши? Максимально. То есть у них отличная сборка, у них неплохие микрофоны. Сейчас, правда, проезжают в метрах 15 от меня. Подождем машин, ветер практически отсутствует, бегать я в них не собираюсь. Как они хорошо сидят, вы видите. И еще спойлер, они в черном цвете также начали продаваться. Если кто-то проживает в местности, где ему не жалко отдать столько денег, ну сразу сходу. Прикольно же выглядит, тем более летом. Наконец-то машинки проезжают. Шумодав здесь, не сказать, что прямо супер-мега крутой. Из еще каких-то специфических вещей. Они прям как все. И вроде бы здесь и контакты такие же, и форма у них тоже Open Freed Vibe, которую недавно я тестировал, похоже. Но за счет внешки на подсознательном уровне тебе они нравятся почему-то больше. Смотрим. Звучание. На 100% громкости каша небольшая есть. Запаса громкости достаточно. Я прослушивал музыку на громкости не больше, чем 65%. Низкие частоты не заползают на средние, средние на высокие. Я бы сказал, что здесь баланс прям выдержан. Плюс еще есть и средний бас. Вокал по мне отыгрывают отлично, как и инструментал. Сцены не хватает, как по мне, но несмотря на это, есть ощущение пространства вокруг ушей. Это вам, конечно, не Соньки 4, но все равно. Глубина средняя. Над звучанием этих наушников однозначно постарались. Оно довольно яркое и детальное.
универсальны. Отмечу еще раз, что баланс частот присутствует, что, конечно, не встретишь в более дешевых наушниках. Из минусов: нет мультипоинта, активное шумоподавление не впечатлило, нет кодеков высокой четкости и не будет, и нет встроенного кастомного эквалайзера. Плюс космический ценник, цена по ссылке в описании к видео, возможно будут они, возможно будут другие, которые я советую вместо них по более лояльному ценнику, потому что мало того, что их не продают официально в России, так и тот ценник, который за них просят, это точно не про звук. С точки зрения дизайна зачет, а вот с точки зрения всего остального, что звучание, что активный шумодав. Не забывайте подписаться на телеграм-канал скидок, скоро на Алисейл, и рано или поздно, учитывая, что курс более-менее стабилизировался, мы привыкнем к ценам и привыкнем к купонам и промокодам. Они все-таки, надеюсь, али будут их выкидывать. Резюмируя, наушники интересные, качество звучания хорошее, но, по моему мнению, могли бы быть и лучше. Однозначно огромный плюс за дизайн, за функционал, который хорошо себя показал. За все время использования ни разу я не встречал каких-либо проблем в их работе. То же самое могу сказать и про приложение. Девайсу однозначно да, если вы проживаете в условиях, где доллар или евро является основной валютой. AirPods 3 Pro по мне более выгодное вложение, либо что-то подобное из разряда OnePlus, но это все лирика. Об этом поговорим на стриме, который скоро будет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!